нужно больше задавать себе вопросов, а как мне похудеть, а как мне постройнеть, а как мне выглядеть лучше в глазах других людей. Нет, отныне мы задаем себе только один вопрос. Здравствуй, дорогой друг, меня зовут Анастасия Крищик. Итак, первый урок. В прошлом видео мы говорили с вами о проблемах лишнего веса и о том, к чему в итоге приводит недовольство собой. Вы знаете, частая ошибка всех людей, которые хотят измениться внешне, это то, что они хотят всего и сразу, забывая о том, что любой результат – это все-таки труд, который требует времени. И второй факт – это то, что любые изменения внешние происходят в первую очередь от изменений внутри. Нельзя, ощущая себя больным человеком, стать здоровым. Нельзя, ощущая себя бедным, стать богатым. И точно так же нельзя, ощущая себя тучным и непривлекательным человеком, стать красивым и привлекательным. Поэтому первое, с чем мы будем с вами работать, это наше мышление. Возьмите лист бумаги, ручку и запишите 3 важных слова. Концепция «быть», «делать», «иметь». Еще раз. Быть, делать, иметь. Что это значит? А это значит, что не нужно больше задавать себе вопросов, а как мне похудеть, а как мне постройнеть, а как мне выглядеть лучше в глазах других людей. Нет, отныне мы задаем себе только один вопрос. Какими качествами и какими навыками я должен обладать как человек, который доволен своей внешностью, своей фигурой и своей жизнью в целом? Еще раз. Какими качествами, какими навыками, какими привычками я должен обладать как человек, который полностью доволен собой, своей фигурой, своей внешностью и своей жизнью в целом. Нам очень важно изменить ключевое убеждение. Это убеждение о себе. Ведь для того, чтобы произошли перемены и чтобы эти перемены были длительными, очень важно изменить то, кем мы считаем себя сами. Еще раз, создайте себе новое ключевое убеждение. Каким я должен стать человеком, какими привычками и навыками я должен обладать как человек, который доволен собой, своей фигурой и своей внешностью. Вы можете представить себя на месте другого человека, например, кому вы симпатизируете, или тот, кто является для вас в чем-то идеалом или эталоном. Посмотрите на мир его глазами, как он общается с людьми, какие у него привычки и навыки, как он думает, как он относится к разным вещам. Посмотрите на мир его глазами, и, может быть, тогда вам станет легче и понятнее. Я приведу пример вам из своей жизни. На протяжении достаточно долгого периода меня одолевала одна болячка, которая портила изрядно мою внешность. И так как для девушки внешность очень важна, то она вообще омрачала мою жизнь очень печальными красками. Я долго боролась, а в один момент устала и поняла: отныне я должна решить эту проблему с другого уровня. Я должна посмотреть на нее с другой стороны, с другого угла. Я должна поменять себя и свои мысли. И я сказала себе: теперь я абсолютно здорова. Я абсолютно здоровый человек. У меня стройное, энергичное, подтянутое тело. Я прекрасно себя чувствую, и я радуюсь каждому дню. После этого я поняла, что человек с таким мышлением наверняка очень часто улыбается, ходит с прямой спиной. Наверняка он очень активен и позитивен. Наверняка он общается с такими же позитивными людьми. Наверняка у него есть свой режим сна, режим питания, режим тренировок, и он никому не позволяет нарушать этот режим. И, скорее всего, он тратит достаточное количество времени и денег на качественную еду. И я поняла, что я могу стать таким человеком уже сейчас, и все, что мне может помешать, это только лень в моей голове. Но ведь вся наша внутренняя работа зависит только от нас. Концепция «быть», «делать», «иметь». Вы уже сейчас становитесь тем человеком, которым хотите стать в будущем. Вы уже сейчас делаете те действия, которые бы совершали, если бы были лучшей версией себя. И в итоге получаете тот результат, к которому стремитесь. И я уверяю вас, этот результат превзойдет все ожидания, потому что вашему телу некуда будет деваться, оно в точности поддержит ваши мысли, а окружающая вас действительность начнет удивительным образом меняться и помогать вам,
потому что весь мир заинтересован в том, чтобы у нас с вами все получилось. Проявляться это будет в интересных событиях, знакомствах, встречах, сюрпризах, да в чем угодно. Надеюсь, мне удалось донести до вас, что нужно сделать сейчас. А сделать нужно – это поменять установку по отношению к самому себе и стать уже сейчас тем человеком, которым вы хотите стать в будущем. Стройным, подтянутым, здоровым, энергичным. Будьте честны с собой. Уделите себе время и погрузитесь в эти интересные размышления. Я благодарю вас за внимание, но в следующем видео мы поговорим с вами о питании и поймем, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы этот процесс стал понятным, интересным, увлекательным и очень вкусным.